morning I was going to ask you, what are the two mysteries, spiritual mysteries that ordinary people have no information of or don't know clearly? Вчера мы говорили на нашем обсуждении, что сегодня утром я приду и задам вам вопрос о двух таких тайнах, духовных тайнах, о которых обычные люди не имеют никакого представления. Те из вас, кто знает, что это за две тайны. Те из вас, кто знает, поднимите руки. Я буду спрашивать тех, кто не знает. Yes. So tell us, Narayani. Нараяни, скажите нам, пожалуйста. We're not this body. So these two things, we get very clear information from Bhagavad Gita from all angles. Repeatedly, these 2 points are stressed. Вот эти два момента становятся очень ясными для нас, когда мы постоянно читаем и обсуждаем Бхагавад Гиту и смотрим на нее с разных точек зрения. So today we are starting on the 9th chapter. Сегодня мы начинаем 9 главу. As I mentioned yesterday, Prabhupada confided, kind of unwittingly, that this is the most important chapter. И как я вчера вам уже говорил, Шрила, так сказать, неохотно признал, что это самая главная глава в Бхагавад-гите. Most confidential knowledge. Самое сокровенное знание. So let's just do text 2. Shall I just read the translation? Well, why don't I just go? I'll go quickly. Rajavidya Rajaguyam Pavitrami Damutamam 9.2. Это 9.2. Pratakya Shakamam Dharmyam Susukam Kartamavyayam. Translation. This knowledge. Перевод. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание — это вечно, и постижение его радостно. So this is a very important verse. Это очень важный текст. Srila Prabhupada often quoted it. Шрила Прабхупада часто цитировал этот текст. Personally, I was very much inspired by it when I was first coming. И именно этот стих очень сильно вдохновил меня, когда я начал приходить в движение сознания. Because I was a Christian, and their mood was more like, all right, you have to suffer here, but when you die, then you go to heaven, then you'll be happy. И поскольку я до того пришел в движение сознания Кришны, был христианином, и в христианстве бытует такое представление, что вот здесь вот нужно настрадаться, натерпеться, и там потом уже в раю будет все хорошо. But here it's clearly stated that we can joyfully perform this process. Но здесь в этом тексте говорится очень ясно, что сам процесс этот приносит радость. This point is also made in the 14th chapter, text 20. You can just read the translation. Text 20, 20. И точно такое же утверждение делается в 14 главе Бхагавад Гиты, текст 20. Сейчас мы его прочитаем. Maybe he needs a stand. Подставка для книги есть? No, I was thinking to hold it. No, I like it. Okay, text 20. Translation. Перевод 20 текста, секунду. So it's hard for you to do with one hand. That's my point. Преодолев влияние 3 гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. So we can enjoy nectar even in this life. Мы все можем наслаждаться нектаром даже в этой жизни. That was one thing we saw with Srila Prabhupada. He was always ecstatic. Когда мы общались со Шрилой Прабхупадой лично, то мы видели, что он всегда пребывал в состоянии He was экстаза. very serious, very grave, but you could see underneath there was a satisfaction. Он всегда был очень серьезным, и в то же самое время мы могли видеть, что в глубине он всегда пребывал в состоянии полного удовлетворения. He was always satisfied in himself. Он всегда чувствовал удовлетворение в самом себе. Whereas the materialist can never be satisfied. В то время как материалисты никогда не могут испытывать такого удовлетворения. Therefore, they're singing. What are they singing? Поэтому они поют. Что поют материалисты? I can't get no satisfaction, but I try and I try and I try. So this is все знакомы, да, с этим баджаном?
Не нужно переводить, не нужно переводить, нет? Это Мик Джаггер поет Rolling Stones. Я не могу получить удовлетворение, хотя пытался и пытался и пытался. And you know that's their most popular song. Это самая популярная песня. Wherever they go, people ask, "Oh, please sing this." Куда бы они ни приезжали, Rolling Stones, их всегда просят спеть именно эту песню. Because no one is satisfied. Потому что никто не испытывает удовлетворения. So when they sing that, they can all express their, you can say, anxiety together, and it gives them a little relief. И когда они поют эту песню, то они, так сказать, выплескивают свое беспокойство наружу, и это дает им некоторое облегчение. So therefore, the Vaishnava is very compassionate. Вайшнавы очень сострадательны. He's sorry to see that people are suffering so much. И им очень жалко видеть, как люди страдают. That they can't find satisfaction. Что они не могут найти этого удовлетворения. Therefore, Srila Prabhupada took so much trouble. Поэтому Шрила Прабхупада пошел на такие трудности ради этого, to spread this mission. Чтобы распространить эту миссию. I'll tell you a quick story how Prabhupada was expressed his. Well, let's make it the story. We were in Hong Kong, 1974. Я расскажу вам историю, не буду рассказывать, о чем она. История произошла в Гонконге в 1974 году. And the one devotee was there. He was having a little difficulty, so Prabhupada wanted to encourage him. So he said, "Oh, Sudama Vipra, tell us about when you were in Mayapur the first year." И там был один преданный, который переживал определенный период трудностей в своей жизни духовной. И Шрила Прабхупада как-то хотел его воодушевить и подбодрить, и сказал: "Судама Випра, ну расскажи нам про первый год поездки в Майяпур, как это все было там." So he was in Mayapur the first year before there was any buildings, and that year there was a flood, and he was living in with a couple some other devotees in the Prabhupada's kutir in the front. Судама Випра как раз был в Майяпуре за год до того, как там начал проводиться фестиваль. И в этот год там было наводнение, и он вместе с двумя другими преданными жил в этом баджан-кутире Шрилы Прабхупады в небольшой хижине. И Судама Випра рассказывал, как он пережил это наводнение, вода поднялась так высоко, что им пришлось перебраться для жилья на вот эти потолочные балки туда. Там они жили, поскольку воды было очень много, и там стали появляться змеи вместе с водой. И мы стали все восхищаться теми трудностями, с которыми они столкнулись. Нам было примерно 10 человек в то время в Гонконге. И все они были мужчинами. И Шрила Прабхупада затем спросил у меня: а вот у тебя какое было самое сложное время в сознании Кришны? So I was telling something. We were in Japan. We didn't have a proper temple. We had like a big hall, like not this big, but big, and we couldn't keep it warm. Я рассказывал, как мы с преданными проповедовали в Японии, и мы жили там в типа такого складского помещения, не такое было большое, как этот пандал, но тоже значительное, и было очень сложно обогреть его, там было очень холодно. So I spoke like that. Я рассказал про этот опыт. Then I asked Prabhupada, Srila Prabhupada. И затем я спросил у Шрила Прабхупады. Srila Prabhupada, what was your most difficult time in Krishna consciousness? Я спросил Прабхупада, а у вас какое было самое сложное время в сознании Кришны, самое трудное? So we were all kind of smiling, you know, in a happy mood. И мы все так перешучивались, мы улыбались, думали, это все очень забавно. But when I asked that question, Prabhupada's whole mood changed. Но когда я задал этот вопрос Шриле Прабхупаде, умонастроение Шрилы Прабхупады сразу поменялось, его настроение. He became very, very grave. Он очень стал серьезным. And there was no smiling then. Вообще улыбки кончились на этом вопросе. And he said, и сказал он: "You don't want to know about that." Вам, наверное, даже не хотелось бы услышать об этом. And I felt, oh my God, a good thing he didn't tell us. Even by hearing about it, it might have killed us. И я подумал: о Господи, неужели так было сложно Шриле Прабхупаде, что он даже не хочет нам рассказывать об этом, потому что, наверное, если он расскажет, мы просто умрем. So don't think that Prabhupada didn't have to undergo so many problems. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что Шриле Прабхупаде не приходилось через какие-то трудности проходить. If we think I'll become a devotee, there won't be any problems. No, there'll be problems. Если мы думаем, что вот станем преданными и все трудности на этом прекратятся, нет, трудности продолжатся. Pandavas had to see so many problems. У пандавов было очень много трудностей в жизни. So we'll also have to see. That'll be the test.
И мы также должны быть готовы к определенным трудностям в нашей жизни, испытаниям. И мы должны быть готовы к тому, что нам придется выносить с честью эти испытания. И при этом не потерять веры. Но во всех остальных отношениях процесс очень радостный. We have to keep that joy, и мы должны хранить эту радость, so that when the difficulties come, we can remain steady. Чтобы когда приходят трудности, могли бы оставаться твердыми на этом пути. That verse is there in Bhagavad Gita, to be steady in happiness or distress. Вот об этом говорит этот стих в Бхагавад-гите, что такой преданный, он непоколебимый в трудности и в счастье. So this 9th chapter, then again, devotional service is stressed in the next verse. Итак, 9 глава Бхагавад-гиты, в следующем стихе снова подчеркивается важность преданного служения. Ashwadadana Purishya, those who are not faithful in devotional service, they return to the path of birth and death. И следующий стих. 9:3. Yeah. Because there is somebody who doesn't speak Russian here in the audience. Maybe we could also read English. Oh, okay. Yeah, in the text 3, Krishna says, those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. Текст 3, Кришна говорит в нем: тем, кто не занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Then in the next few verses, Krishna is describing how everything is working under his order, that he's one with and separate from the universe. В следующих стихах, в нескольких стихах, Кришна описывает, как все в этой вселенной подчиняется его воле, и как он одновременно един с этим миром, со вселенной, и отличен от нее. These verses here, they defeat. This is Lord Chaitanya's philosophy of Achinta Bheda Bheda Tattva. В этих стихах описывается философия Ачинтя Беда Беда Татвы Господа Чайтаньи. The Lord is one with and also separate from the universe. Господь одновременно един со вселенной и отличен от нее. The impersonalists, they think that everything is one, but here we get clear indication Krishna is one, but he's also separate. Имперсоналисты утверждают, что все едино, но в этих стихах Кришна очень ясно утверждает обратное, что да, он с одной стороны един с этим миром, но с другой стороны он отличен от него. Если нам встречаются майявади, нам нужно с ними спорить, то вот мы можем обратиться к этим стихам. Throughout the chapter, then he says the material nature, Maya Dakshina Prakriti, 9:10. The material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Затем в 10 тексте этой главы Кришна говорит, что, будучи одной из моих энергий, у сан Кунти материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет все движущиеся неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникается и уничтожается. The same point is made in the 7th chapter, where Krishna says, earth, water, fire, air, ether, mind. These are all my external energies, then they're living entities. Then besides that, there's me. И точно такое же утверждение Кришна делает в 7 главе Бхагавад-гиты, где он перечисляет огонь, землю, воду, воздух и эфир, как его ум, разум и ложное эго, как его отделенные энергии. Также он говорит, что существует джива или живое существо, еще одна энергия его, и за всем этим стоит он сам. So we have three main categories of energy. Итак, у нас есть 3 главные категории энергии Кришны. The Lord and His personal expansions. Это Господь, Его личные проявления. The separated expansions, the living entities. Затем отделенные проявления Господа, живые существа. And material nature. И материальная энергия. So taken together, everything is one, because everything is Krishna. Однако, если мы возьмем все это воедино, это есть также Кришна, потому что все есть Кришна. Однако в этом единстве есть различные подразделения. Например, огонь тоже един, но у огня есть 2 энергии, есть его свет и есть тепло. Но имперсоналисты не могут понять этот простой факт. Поэтому мы всегда бросаем им вызов. Sometimes when we were first coming, we were thinking, Srila Prabhupada must have had a bad experience with these people because he's always, fighting with them. И когда мы только начали приходить и слушать лекции Шрилы Прабхупады, мы думали, ну вот эти майявади, наверное, как-то насолили Шриле Прабхупаде, поэтому он все время на них тут отрывается сейчас в лекциях.
We didn't know that actually he was preaching to us. Но мы не думали, до нас не доходило в этот момент, что на самом деле он проповедовал нам. That this impersonal philosophy is very prevalent throughout the whole world. Что эта философия имперсонализма очень распространена и популярна по всему миру. So then in the next verse, Krishna says, anybody who doesn't accept this, avajanti mamudha manushim tasamashritam. They're just fools. They decide, the fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme Lord of all that be. В следующем стихе, в 11, Кришна говорит, что глупцы смеются над ним, когда он приходит в материальный мир в облике человека. Им неведома природа, духовная природа Кришны, Верховного Повелителя всего сущего. But Krishna again is establishing his position. Снова Кришна подчеркивает свое положение. He does that throughout the Bhagavad Gita. На протяжении всей Бхагавад Гиты он снова и снова делает это. It's coming to memory that in the 15th chapter, Krishna clearly says there are two types of living entities: the conditioned and the liberated. Как, например, можно сразу вспомнить утверждение Кришны в Бхагавад Гите в 15 главе, где Кришна говорит, что существуют две категории живых существ: обусловленные живые существа и освобожденные. And besides these two, there is another, the Supreme, who is always transcendental, never subjected to the laws of nature. Но помимо этих двух категорий живых существ существует еще третье живое существо. Это живое существо вечно пребывает в трансцендентном положении, никогда не подпадает под влияние материальной энергии. Once I was giving massage to Srila Prabhupada in London, 1969. Однажды в 1969 году я делал Шриле Прабхупаде массаж. So we were only 1 year devotees. В то время мы еще всего лишь 1 год практиковали движение. But when I was giving massage, Prabhupada asked me, so what are the three main categories of energy? И когда я делал массаж Шриле Прабхупаде в Лондоне, Прабхупада у меня спросил, так какие же три основные категории энергии существуют? So by good fortune, I answered properly. И к моей великой удаче я ответил правильно на этот вопрос. But the point is, Prabhupada wanted us to know this philosophy. Но суть в том, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы знали эту философию. You can't say, oh, I'm a new devotee. I don't know. You should learn at least the basic principles. Мы не можем отвертеться, сказав, ну вот я начинающий преданный, я еще не знаю этого всего. На самом деле эти вещи мы должны знать с самого начала, основные. So again, throughout this 9th chapter, then it describes the quality of the pure devotees. И затем на протяжении 9 главы Кришна описывает качество чистого преданного, The real Mahatma, настоящий Махатма, who is always chanting the glories of the Lord. Махатма, который всегда воспевает славу Господа. And then he goes on to describe some of his personal, you can say, qualities, like in the 17th verse, that he's the father of this universe, the mother, the support, the grandfather. И затем в 17 тексте он описывает некоторые свои качества, как, например, здесь он говорит, что я отец и мать всей вселенной, и опора, и прародитель. So like this, Bhagavad Gita, 9th chapter is clearly describing who is Krishna. Другими словами, в Бхагавад Гите в 9 главе очень ясно и недвусмысленно описывается, кто такой Кришна. And that those who are devotees of other gods, text 23, those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. И в 23 тексте этой главы Кришна говорит, те, кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о сын Кунти, но делают это неправильно. Sometimes they say, oh, it doesn't matter, you can worship this or that, it doesn't matter. But no, they're doing it in a wrong way. Иногда люди говорят, ну, неважно, кому поклоняться, можно тому или этому поклоняться Богу, но Кришна говорит, да, но при этом вы делаете неправильные вещи. Нужно правильно поклоняться. Нужно поставить Кришну в центр. Вот этот раздел Бхагавад-гиты можно использовать как очень сильный аргумент против тех, кто поклоняется полубогам. Затем Кришна просит нас с любовью предлагать Ему пищу. И это очень сложно понять имперсоналистам, потому что они думают, а как вообще Бог может есть? И они не могут понять вообще, зачем Кришна произносит эти слова здесь. Что это за Бог такой, которому есть нужно? Нет, Он ест не вашу пищу, Он готов принять вашу любовь. Therefore, Поэтому Он дает возможность служить Ему. Then he goes on to say that
Whatever you do, whatever you eat, 27. Whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Затем в 27 тексте Бхагавад Гиты, 9 главе, Кришна говорит, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ты ни приносил дары, что бы ты ни отдавал, какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Then he says, I envy no one, nor am I partial to anyone, 29. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend is in me, and I am also a friend to him. И в 29 тексте этой главы Кришна говорит, я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия, я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг, он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. Here Krishna is clearly saying that the devotee is the supreme position for the living entity. В этом стихе Кришна очень ясно говорит, что положение преданного – это самое высшее положение, которое вообще может занимать живое существо. In the Srimad Bhagavatam, Krishna tells Uddhava that he loves him more than his very self. Например, в 11-й песне Бхагаватам Кришна говорит Уддаве, что любит Уддаву больше, чем даже самого себя. So this is the mood of the Lord. Вот такое умонастроение у Господа. He's a loving person, and those who love him, he loves them more. Ему присуще чувство любви, и он любит тех, кто любит его, гораздо больше даже. And he's forced to love because the love is even more powerful than Krishna. Более того, Кришна вынужден любить в ответ, потому что любовь оказывается могущественнее, чем сам He Господь. can't resist love. Он не может отказать или не может сопротивляться любви. Because his very essence is bhakta-vatsal. Потому что сама суть Кришны — это бхакта-ватсалья. So we can take advantage of this weakness of Krishna. И мы можем воспользоваться этой слабостью Кришны в собственных целях. But we can't cheat him. Но мы не можем, конечно, его обмануть при этом. We have to really love him. Мы должны по-настоящему полюбить его. If we really love him, then he agrees to become under our control. Если мы по-настоящему полюбим Кришну, тогда он соглашается подчиниться нашему контролю. The description is there in the Krishna book of the elderly gopis playing with baby Krishna. В источнике вечного наслаждения или в книге о Кришне рассказывается о том, как уже старшие гопи играли с этим младенцем Кришной. And they're clapping their hand, and then Krishna is also clapping his hand. Например, они хлопали в ладоши, и Кришна также хлопал в ладоши в ответ. And they're going back and forth, and Krishna is also going back. Они качались вот так вот взад-вперед, и Кришна тоже раскачивался. So out of love, the gopis are obliging Krishna to clap his hand, to move his body. То есть своей любовью гопи вынуждали Кришну хлопать в ладоши или как-то двигаться определенным образом. Krishna can't resist this love. И Кришна не может сопротивляться такой любви. Lord Shri Krishna ki. So then, in the next verse, he says, even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. В следующем тексте, 30-м, Кришна говорит, что даже если человек занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. And then the next verse also, И в 31-м также, that he quickly becomes righteous and attains lasting peace. Declare it boldly that my devotee will never perish. Кришна продолжает, говоря, что он быстро становится, такой человек быстро становится добродетельным, обретает вечный мир. О сын Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Then in the next verse, he gives concession for all of us. И в следующем стихе Кришна, он как бы проявляет уступчивость по отношению ко всем нам, дает нам определенную поблажку. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishya, and Sudras, can attain the supreme destination. Он дает ту поблажку всем нам в этом стихе, говоря: «О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры, рабочие, могут достичь высшей обители». So in Kali Yuga, everyone is Sudra. В Кали-югу все шудры. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu is the most magnanimous incarnation. И Чайтанья Махапрабху самое великодушное воплощение. Namo Mahabharanaya Krishna Premapadayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gadat Vishay Namaha. Rupa Goswami has written that he is the most magnanimous incarnation because he's freely giving this highest thing, this love of God. Рупа Госвами пишет в этом стихе, что Господь Чайтанья самое великодушное из всех воплощений Господа, потому что Он щедро раздает самый великий дар, чистую любовь к Кришне. Therefore, we should, at the last verse of the chapter, what does Krishna say? И что говорит Кришна в самом последнем стихе этой главы? Just become my devotee. Engage your mind always in thinking of me,
become my devotee, offer obeisance unto me, and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, падай передо мной, ниц и поклоняйся мне, полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Therefore, we should always take this path of bhakti. We should accept everything favorable for devotional service and reject everything unfavorable. Поэтому, встав на этот путь бхакти, мы должны принимать все, что благоприятно для того, чтобы идти по этому пути, и отвергать все, что неблагоприятно. In this way, our life will be successful. Так наша жизнь увенчается успехом. There's no disqualification. Everyone can take it. И нет никакой дисквалификации на этом пути. На самом деле, каждый достоин идти по нему. Even animals like Jatayu and Hanuman became pure devotees. Даже такие животные, как Джитаю или Хануман, стали чистыми преданными. Gajendra the elephant became pure devotee. И Гаджендра, слон Гаджендра, стал чистым преданным. So many children became pure devotees, like Prahlad and Dhruva. Много детей также есть в истории преданного служения, как чистые преданные. Это Прахлады, Друва, например. So many women like Kunti and Draupadi became pure devotees. И много женщин, таких как Драупади и Кунти, например, также стали чистыми Everyone преданными. can become a pure devotee. Все могут стать чистыми преданными. But we can't cheat. Но мы не можем обмануть. Krishna knows what's in our heart. Мы не можем обмануть Кришну, потому что Кришна знает, что в нашем So сердце. we have to sincerely try to please him. Поэтому мы должны искренне стараться порадовать Его. And like we were hearing, that the best way to please Krishna is to please Krishna's pure devotee. И мы также слышали о том, что самый лучший способ порадовать Кришну, удовлетворить Его, это удовлетворить Его чистого преданного. So we've all connected with Krishna's pure devotee, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Поэтому у нас у всех есть связь с чистым преданным Господа Кришны, с Его божественной милостью, Абай Чаранаравинда Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Srila Prabhupada ki. So do something to assist Srila Prabhupada, and your future is very bright. Поэтому, если вы будете делать что-то, чтобы как-то помогать Шриле Прабхупаде, ваше будущее будет очень-очень ярким. So 10th chapter, in the 10th chapter we have the 4 nutshell verses. Итак, 10 глава Бхагавад Гиты. В 10 главе содержатся 4 стиха, которые передают суть Бхагавад Гиты. Texts 8, 9, 10, and 11. Тексты 8, 9, 10 и 11. Krishna says, I am the source of all spiritual material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. В 8 стихе 10 главы Кришна, и первым из этих 4 Кришна говорит: «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем». Then the next verse, the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service. They derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. И в 9 тексте говорится: «Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседой обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». The next verse, for those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. В следующем 10 тексте Кришна говорит: «Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разум, который помогает им прийти ко мне». To show them special mercy, text 11, I dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. В 11 тексте Кришна говорит: «Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю тарящую там тьму неведения светочем знания». So this is the shining lamp of knowledge is here in the kirtan. И вот этот светоч знания, который говорится здесь, о котором говорится здесь, он светит Here in Bhagavad Gita. во время киртана, он описывается здесь в Бхагавад-гите. Last night, Niranjana Swami was sitting and chanting so nicely, I felt I was in the spiritual world. Когда вчера вечером Шрила Ниранджана Махарадж сидел и пел киртан, я чувствовал себя как в духовном мире. Everyone can experience that higher taste. Каждый может испытать этот высший вкус. You just have to be a little innocent. Little innocent. Для этого нужно быть немного невинным. And then certainly the heart will be moved by the glories of the holy name. Или немного доверчивым, и тогда наше сердце, несомненно, испытает эти эмоции, которые передает нам святое имя Господу. Goloka Premadana Harinama Sankirtan. This chanting of the holy name is coming from the spiritual world.
В этом стихе Галакера Према Дхана Харинама Санкиртана говорится, что воспевание святых имен Господа спускается непосредственно из духовного мира. Coming from the Goloka Vrindavan. Оно приходит с Галоки Вриндаваны. Not just the spiritual world, but the highest point of the spiritual world. Не просто из духовного мира, но самого высшего уровня духовного мира. Srila Bhaktisiddhanta says this kirtan is not different than rasa. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что киртан не отличен от расы. We want to enjoy rasa with Krishna. If we chant purely, then we'll experience that rasa. Мы хотим наслаждаться расой с Кришной, однако если мы будем повторять чисто святое имя Господа, петь его, тогда мы сможем испытать эту расу. But if we go looking for rasa without the kirtan, we'll simply become bewildered. Но если мы будем искать эту расу без киртана, тогда мы просто окажемся во власти заблуждений. So everything is there in Krishna's holy name. Все содержится в святом имени Господа Кришны. First His name, then His form, then His activities. Вначале его имя, затем из него проявляется его облик, его деяния. Then His, what's the next one? Qualities, yeah. Его качество. Qualities and then activities. Yes, его облик, его качество и затем его деяния. So first, the name is first, then the form of the Lord. If we chant very purely, we'll begin to see Krishna's form. Вначале мы повторяем святые имена Господа, это имя, и затем из имени проявляется форма Господа, его облик. Если мы будем очень чисто повторять святые имена, то этот облик проявится сам собой. Then we'll see Krishna's qualities. Затем мы сможем понять качество Кришны. Then we can enter and see Krishna's activities. Затем мы сможем проникнуть в деяния Господа Кришны и лицезреть их. But first we have to chant purely. Но вначале мы должны повторять чисто святые имена. If we go and looking for Krishna's activities without having first chanted the name purely, we won't have access. Если мы попытаемся войти в деяния Господа Кришны или понять их, при этом не научившись чисто повторять святые имена Господа, нам будет отказано в доступе туда. So everything can be accomplished right here in the kirtan hall. И вот здесь, сейчас, в этом зале для проведения киртана мы можем достичь всего. Just go on with this process of Harinama Kirtan. Просто продолжайте этот процесс Харинама Киртаны. And everything will become clear to you. И все прояснится само You собой. don't have to find a rasa guru or something. Не нужно будет искать какого-то раса гуру. The rasa is there in the holy name. Раса уже в святом имени. Okay, any questions or comments? Есть ли какие-то вопросы или дополнения? That's good. So, 10th chapter then, Krishna describes a lot of his qualities again. В 10 главе Кришна описывает множество своих качеств. Well, I should Снова. have first mentioned that here at this junction, after these nutshell verses, then Arjuna accepts that Krishna is the Supreme Person and he surrenders to him. Then he's convinced. Я должен упомянуть, что в этот момент, когда Арджуна выслушивает эти 4 основных стиха Бхагавад Гиты, он признает, он соглашается с тем и принимает Кришну верховной личностью. So this is also an important verse. Это очень важный поворотный момент в Бхагавад Гите. Param Brahma, Param Dharma, Pavitram Paramam Bhavam, Purusham Shashvatam Divyam, Aridevam Ajam Vibhu. Arjuna said, when you are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala, and Vyas confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. Перевод. Арджуна сказал: «Ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейшая, абсолютная истина. Ты вечная, божественная, изначальная личность, нерожденная, величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину. Теперь ты сам говоришь мне об этом». But still, some of these rascal Hindus, they want Bhagavad Gita and they take Krishna out of Bhagavad Gita. Но есть такие негодяи, индусы, некоторые последователи индуизма, которые как бы принимают Бхагавад-гиту, но стараются удалить из нее Кришну. I personally saw it. Prabhupada became very, you can say, annoyed with this class of people. И я и сам видел, как Шрила Прабхупаду вот такого рода люди, бессовестные люди, очень сильно раздражали. He says if they want to make some philosophy, they should write their own book. Why do they take Krishna's words and twist them? И Шрила Прабхупада говорил, что если эти люди хотят какую-то свою собственную философию проталкивать, пусть они напишут свою книгу. Зачем брать Бхагавад-гиту, извращать и переначивать ее содержание?
Затем на протяжении оставшихся стихов 10 главы Кришна описывает некоторые из своих качеств. И очень ясно доказывает, что именно Он является Верховной Личностью. Он также говорит, что «Я всепожирающая смерть». «Я изначальный Отец». И Кришна называет себя также семенем всего существования. But then at the very last verse, he says, "What need is there, Arjuna, for all these detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe." Затем в самом последнем стихе этой главы, 42 стихе 10 главы, Кришна говорит: «Ну зачем тебе, Арджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную». So next chapter, chapter 11, the universal form. И затем 11 глава называется «Вселенская форма». Devotees are not so much interested in universal form. Преданные не питают особого интереса к вселенской форме Господа. But one reason that Krishna showed this universal form is to defeat those who claim to be God. Однако есть одна причина, по которой Кришна продемонстрировал эту вселенскую форму Арджуне. Он сделал это для того, чтобы разоблачить людей, которые утверждают, что они Бог. But at the end of the chapter, then Arjuna is asking, please show me again your original two-handed form. Однако в самом конце 11 главы Арджуна просит Кришну: «Дорогой Господь, пожалуйста, яви мне снова свою изначальную двурукую форму». But one other, in this chapter there is also important verse, text number 37. Но есть очень важный текст в этой главе, этот текст 37. O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you? O limitless one, God of gods, refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. Арджуна говорит: «О величайший, затмевающий своим величием даже Браму, ты изначальный Творец, как же им не падать ниц перед тобой? О беспредельный, о Бог богов, о вместилище вселенной, ты неистощимый источник, причина всех причин, запредельная и непричастная материальному миру». And in the next verse, Arjuna is speaking. He says, "You are the original personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this manifest cosmic world. You are the knower of everything. You are all that is knowable." И дальше. You are the supreme refuge above the material modes, O limitless form. This whole cosmic manifestation is pervaded by you. Затем в следующем стихе, в 38-м, Арджуна говорит: «Ты изначальный Господь, древнейший из древних, последнее прибежище мироздания. Ты знаешь все и вся, и все стремятся постичь Тебя. Ты высший обитель, высший мир и материальных гун. О беспредельный, Тобой пронизан весь проявленный мир». Then again, at the last two verses of this chapter, 54, 55, Krishna again tells Arjuna, "Only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding." И затем в заключительных двух стихах 11 главы, 54 и 55, Господь Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который видишь ты, можно лишь занимаясь беспредельным преданным служением. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия». And the last verse of the chapter, "My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me." И затем в последнем стихе Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, неоскверненным стремлением к кармической деятельности и умозрительному философствованию, кто посвящает мне свой труд, считает меня высшей целью своей жизни и подружески относится ко всем живым существам, непременно вернется ко мне». And the next chapter is all about devotional service. А 12 глава, следующая, целиком посвящена чистому преданному служению. So we'll take that up tomorrow. Any questions? И завтра мы обсудим ее. Какие-то вопросы есть у вас? Является ли Бхагавад Гита просто художественным повторением слов Кришны, которые не создаются слов? Или это именно сами слова Кришны Арджуны? Если да, то тогда звучит ли это, что в те времена все говорили, что Господь в форме, да? И
И еще такой вопрос. Увидим, что стихи не определенных говорят, представь мне, ну как одинаково. В смысле, строение? Да. Размер имеете? Да. В чем вопрос? Ну, то есть получается, что он говорил именно определенный Размер. Да. His question is, do we understand that Bhagavad Gita is a literary rendition of Krishna's words, that they spoke in prose, but Vyasadeva wrote them in poetry. If it's not like that, if actually they did speak in poetry, do we understand that everybody spoke in poetry back then? And he also marks the fact that the verses have a certain structure, and Krishna sticks to a particular meter and structure verses when he speaks, and he wonders if that's what Krishna spoke actually when he was back then in the Kurukshetra speaking to Arjuna. Can I say it out loud? Вопрос был о том, что Бхагавад-гита, правильно ли понимать, что Бхагавад-гита это как бы литературное переложение или оформление слов Кришны и Арджуны в стихах, что на самом деле они разговаривали прозой, но Вьясадева записал в стихах. Или если это не так, тогда получается, что Кришна и Арджуна прямо в стихах сразу и говорили. Получается, что они придерживались какого-то размера литературного или стихотворного. И так ли это? И Шрила Тривикрама Махарадж говорит, что да, вот мое понимание таково, что это так. Что на самом деле Санджай услышал эти стихи по милости Вьясадевы. И Санджай просто пересказывал слова Кришны. Мое понимание в этом заключается таково. Это Бхагавад-гита, как она есть. В духовном мире каждое слово — это песня. И каждый шаг — танец. Поэтому слово Бхагавад-гита так и означает. Это и означает песнь Бога. Use the microphone, Maharaj. Use the microphone. Answer the questions. You can hear? Okay. You cannot hear. Какие-то еще вопросы есть? Нет вопросов? Здоровый страх майи. Что такое здоровый страх майя? Вопрос. Прабхупада сказал, что проблема с вами, американцами, в том, что вы майи не боитесь. В конечном счете мы не боимся майи. Но вначале мы должны выбраться из майи, чтобы бояться ее, чтобы понять это. Once a devotee said, Prabhupada, they were living in Seattle in an apartment, so the devotee, sometimes Prabhupada would send him out with some service. Однажды преданные жили со Шрилой Прабхупадой в городе США, который называется Сиэтл. Они жили там в квартире, и время от времени Шрила Прабхупада посылал преданных с какими-то поручениями. So he said to Prabhupada, Prabhupada, you know, when I'm here with you, then I'm very Krishna conscious, but when I go out, sometimes I fall in Maya. И преданный один сказал Шриле Прабхупаде: Прабхупада, вот когда я с вами здесь живу на квартире, то я чувствую себя очень сознающим Кришну. Как только я выхожу на улицу, то я сразу попадаю в майю. Prabhupada said, actually, you're always in Maya. Sometimes you fall in Krishna. И Прабхупада сказал, что на самом деле ты всегда в майе, просто иногда падаешь в Кришну. So this is Maya's kingdom. Вот это царство майи. Once we Daivihi Saguna Maya, Mama Maya Daradya, very difficult to overcome, but once we actually surrender to Krishna, then Maya is not at all a problem. И, как говорится в этом стихе Бхагавад-гиты, преодолеть ее влияние чрезвычайно сложно. Давихи Шагунама и Мама Майя Дурати. Но дальше Кришна говорит, что стоит предаться мне по-настоящему серьезно, тогда майя уже не будет представлять проблемы.
But her duty is to test us. Но обязанность Майи заключается проверка нас. You really want Krishna, or you rather have me? Она проверяет нас, кого вы по-настоящему хотите, Кришну или меня. So she'll offer so many advantages here in the material world. И она может предложить нам так много разных искушений в материальном мире. So therefore, we should be, very respectful to this external energy of the Lord. И мы должны проявлять к этой внешней энергии Господа большое уважение. She's a formidable agent of the Lord. Она очень страшная, такая неукротимая энергия Господа. So in that way, we should respect her power. И мы должны уважать, относиться с уважением к ее могуществу. And not think that we're so strong that we don't care for her service. И мы не должны думать, что мы такие сильные, крепкие в духовной жизни, что нам уже нет дела до Майи и до ее служения, которым она занимается. Once Srila Prabhupada was praying. Однажды Шрила Прабхупада молился. And the devotees asked him, Prabhupada, why are you praying? И один ученик спросил у Прабхупады: Прабхупада, а почему вы молитесь? And Prabhupada said, I'm praying that I won't fall in Maya. О чем вы молитесь? И он сказал, Шрила Прабхупада ответил: я молюсь о том, чтобы никогда не пасть в Майю. The devotee said, Prabhupada, you can never fall in Maya. И ученик сказал: Шрила Прабхупада, но вы же никогда не можете пасть в Майю. And that's because I'm always praying. И Прабхупада сказал: да, потому что я постоянно молюсь об этом. So if we're always praying to Krishna, then we can't fall in Maya. Если мы все время молимся к Кришне, то мы не падем в Майю. Always serving Krishna, chanting Krishna's name. In this way we are safe from Maya. Если мы всегда повторяем имена Кришны, служим Кришне, тогда мы сможем быть в безопасности от Майи. Therefore Krishna speaks Bhagavad Gita. Поэтому Кришна произносит Бхагавад Гиту для нас. Yat karoshi, yat jitahasi, whatever you do, everything should be done. В этом стихе он говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни принимал и отдавал, делай это как подношение мне. Even you're sleeping for Krishna. Даже спать нужно для Кришны. To keep your body strong so you can serve him. Чтобы наше тело поддерживалось в хорошей форме, мы могли продолжать служить ему. And sometimes you'll dream of Krishna. Иногда нам даже снится Кришна. How many have dreams of Krishna? Кому из вас снились сны о Кришне? How many had dreams of Prabhupada? А Прабхупада кому снился из вас? Yes, Prabhupada is very active in the material world. Да, Шрила Прабхупада, он проявлял такую удивительную энергию, активность в материальном мире. Once I was giving class like this in Minsk, in Belarus. Однажды я давал такую лекцию в Минске, в Беларуси. So after the class like this, I asked, how many had a dream of Prabhupada? И после такой лекции, как сегодня, я задал преданный вопрос: кому из вас снился Шрила Прабхупада? So many people raised their hand. И многие из аудитории подняли руки. So I asked the one boy, I said, well, what was your dream of Prabhupada? И я задал одному мальчику вопрос, или юноше: а тебе как Прабхупада приснился? He said, I was initiated by Harikesh, and when Harikesh fell down, I was thinking, he's so much more advanced than me, and he couldn't remain Krishna conscious. Therefore, for me, there's no chance. Этот молодой человек сказал мне, что я на самом деле получил посвящение у Харикеши Свами. Потом, когда Харикеша Свами ушел, я был так разочарован, что думал, что вот он такой возвышенный, серьезный, старший преданный, и он пал, и у меня никаких шансов нет в движении, то есть в преданном служении. Я думал, что все безнадежно. So in that mood, I took rest at night. И вот с такими мыслями я лег спать. And in that night, Prabhupada came to me in a dream. И ночью во сне ко мне пришел Шрила Прабхупада. And he said, и сказал: why you say hopeless? Почему ты говоришь безнадежно? I am here. Я же здесь. And he woke up. И он проснулся. Wow. Prabhupada came to me. И он подумал: Прабхупада ко мне пришел. And then he was okay. He's still a devotee. И он по-прежнему занимается преданным служением, замечательный преданный. So this is Prabhupada's position. Вот это положение Шрилы Прабхупады. He's Shaktavesh. He's empowered to all sincere followers. He'll help all of you. И он Шактивеш, и он может также наделить любого искреннего своего последователя, они нам помогут. Not just those who saw him or served him, but everyone who sincerely follows Prabhupada, Prabhupada will reciprocate. Не только тех, кто лично видел его, лично служил ему, он может наделить такими полномочиями каждого своего искреннего последователя, который служит ему и который следует его наставлениям. Any other question? Еще вопросы? Yeah, the question is, Maya is
we hear to stay away from Maya, but Maya is so strong. And when we are not associated with the devotees, i.e. when we are away from the devotees, we are mixing with those people who doesn't know our business, and we are forced to do things that they do, knowing that this is wrong. How do we handle this? Вопрос в том, что мы иногда говорим, что майя очень сложно преодолеть, и мы должны держаться поодаль от нее. И когда мы общаемся с преданными, это несложно. Но когда мы в процессе нашей жизни, нашей деятельности, мы должны общаться с людьми, которые не являются преданными. И общаясь с ними, мы вынуждены делать то, что делают они. И это очень большое препятствие. Как быть в таком случае? Я с этим не согласен. Что это значит, что вы вынуждены делать то, что делают они? Даже в обычном мире, в обычной жизни люди с большим уважением относятся к каким-то принципам. Они с большим уважением относятся к принципиальности какой-то. И, например, все пьют, а вы говорите, нет, я не пью. Люди могут подшутить над вами, посмеяться, но в конце концов они начнут уважать вас за такую принципиальность. Поэтому я не согласен с тем, что мы вынуждены делать что-то неправильно, что делают они. Вовсе нет. Нет, на самом деле вам нужно делать все правильно, и пусть они следуют вашему примеру, а не наоборот. Постепенно они начнут проникаться уважением к вам больше и больше. Как, например, вчера мы смотрели этот спектакль, и там рассказывалось о том, как другие заключенные, сидевшие с преданными, становились очень уважительными к преданным и начинали очень ценить их за их образ жизни. Например, по крайней мере, некоторые из них начинали ценить преданных. Они думали, вот это люди не такие, как мы. Нет никаких оснований делать что-то неправильное. Нам нет необходимости, нет нужды есть мясо или пить, как они. Сейчас уже так много материалистов, вегетарианцы уже. Они не пьют, например. Так что же такого неправильного, что мы вынуждены делать, когда общаемся с ними? Например, иногда врать приходится в определенных обстоятельствах. Lying is not wrong. Is not what? Is not wrong? Yeah. Ну, врать не так плохо. For doing business, everybody expects you're going to lie. Потому что, когда речь идет о бизнесе, когда вы бизнесом занимаетесь, все ожидают, что вы где-то там привираете. И вы говорите с вашим покупателем или клиентом, ну вот на вас я вообще не наживаюсь, никакой прибыли с вас я не получаю. Для вайши такая ложь такого рода, она естественная вещь. Кто-то еще что-то хочет спросить? Но не врите преданным. Последний вопрос. Я хотела спросить, в этом случае, когда Пада молился, он повторял Кришна, или он еще какой-то мантру повторял? И каким мантрам он еще уделял большое внимание, потому что он много повторяет? Именно в молитвах? Вот в этом случае, когда он молился против Майи. Yeah. Well, what other mantras we could use in our daily devotional service? But he stressed as important. He was praying to Krishna. The devotees asked him why he was praying. Матаджи задал вопрос, какие молитвы Шрила Прабхупада использовал, когда он молился Кришне о том, чтобы быть защищенным от майи, и какие молитвы он считал важными для нас, которые могли бы использовать. И Махарадж говорит о том, что он молился, и преданный подошел и спросил Прабхупада, а о чем вы молитесь? И мы не знаем, каким образом он молился. Он мог, на самом деле, даже непонятно, о чем он молился, потому что он мог ответить таким образом ради нашего блага. Krishna, please come on this side of the Govardhan hill because Radharani is waiting for you. Он мог молиться: о Кришна, пожалуйста, приди вот сюда, на эту сторону холма Гавардана, потому что Шримати Радхарани тебя здесь ждет.
He's not going to tell us that. Но он нам бы этого не сказал. He's going to tell us, yeah, I'm playing that. He's going to tell us what we need to hear. Он не стал бы говорить нам об этом, он сказал нам то, в чем мы нуждались, что мы должны были услышать. There's nothing wrong with lying. Поэтому, как я сказал, нет ничего такого уж плохого в вранье. Prabhupada gives the example of the mother. The child has to take medicine. Например, Шрила Прабхупада приводит такую аналогию, когда мать должна заставить ребенка принять лекарство. So the child says, "No, I won't take the medicine." И ребенок не хочет это лекарство принимать. The mother says, "All right, you take this medicine, I'll give you this candy, this sweet." И мама говорит, ну вот ты это лекарство съешь, и я тебе дам конфету. So the child takes the medicine, but the mother doesn't give the sweet because the sweet will be bad for the child. И он проглатывает лекарство, ждет конфету, но мать конфету ему не дает, потому что конфета ему навредит. So sometimes for Krishna we have to lie. Иногда ради служения Кришне нам приходится говорить неправду. But Krishna asked Yudhishthira to lie. Как, например, Кришна попросил Юдхиштхиру соврать. But he didn't want to. Но Юдхиштхира не хотел врать. But that was his disqualification. Но как раз это было и проступком со стороны Юдхиштхиры. For Krishna we can do anything. Для Кришны можем делать все, что угодно. But don't take advantage of that. Но, пожалуйста, не пользуйтесь этим, так сказать, без оправданий. The butchers were coming, they were chasing a cow. Например, когда мясники гнались за коровой и хотели ее убить. So the sadhu was there. И там сидел саду. The cow went past the sadhu and this. И корова пробежала рядом с саду. So the butchers came. They said, "Did you see the cow?" И когда подбежали мясники, спросили, ты видел здесь корову? He was very honest. He said, "Yeah." Он сказал, он был очень честным, сказал, да. Which way did he go? Or she go? Куда она побежала, эта корова? So he pointed to this. Он сказал, туда. He was very honest. Он был очень честным. But because he's pointing the butchers to the cow, he lost his arm. И поскольку он показал этой рукой на то место, куда побежала корова, указывая ее путь мясникам, он потерял свою руку впоследствии. So some things we can lie. И иногда мы можем соврать. Anyway, we'll stop here. Мы закончим. Bhagavad Gita ki. Шрила Прабхупада ки. Шрила Тривикрама Свами Махараджа ки.